Здравия всем слушателям и подписчикам моего канала. В этом видео предлагаю продолжить ежегодную традицию разбирать новую обложку журнала Economist на 2026 год. Дело в том, что это журнал для элиты, он выпускается и показывает, какие планы у глобалистов-сатанистов на следующий год. Скажете, а нам-то зачем это надо? Нам это нужно, потому что главный секрет этого мира, что главный в этом мире человек. И поэтому, если человек не против этих планов глобалистов, сатанистов, они произойдут. Если же человек против, то они просто не проявятся в нашем мире. Потому что молчание – знак согласия. А согласны вы или нет, вы можете высказать свое мнение в комментариях. Мы в прошлые года рассматривали эту обложку, и точность предсказаний Economist оказалась в районе 70-80%. Это очень много. Предыдущие выпуски можно найти у меня на канале. Ну, а откуда такая точность? Все на самом деле очень просто. Этот журнал издается с 19 века. Он является журналом для элиты, про элиту. И как раз про планы элиты глобалистов-сатанистов на следующий год. Около 20% акционеров, например, это семья Ротшильда и другие очень влиятельные семьи. Главный редактор этого издания постоянно посещает встречи Бильдербергского клуба, на которых она была и в 2025 году. Отсюда такая точность прогнозов. Ну а простому человеку наконец-то пора понять, что, перефразируя Толстого, сила зла держится на невежестве народа, и оно знает это, а потом всегда будет бороться против просвещения. Пора нам это понять, ну и самим заниматься просвещением. Если посмотреть на общий план обложки, что мы видим? Весь мир выполнен в виде футбольного мяча. То есть, во-первых, это глобальная игра элит с человечеством. Ну, во-вторых, это указание на то, что все-таки в 2026 году пройдет чемпионат мира. И финал его запланирован на 19 июля. Пройдет он, кстати, на американском континенте. Ну, отсюда опять главное будет типа Америка задавать тон на весь мир. Это все понятно. Также мы видим в центре торт, где написано 250 лет. Это как раз 250-летие США. При этом его основания. При этом мы видим, что в этот торт стреляет торговое судно из контейнеров. Это говорит о том, что да, будет определенный юбилей, но переживет этот юбилей США или нет, вопрос открыт, потому что продолжатся торговые войны, обычные войны и много чего остального. Плюс некоторые исследователи обращают внимание, что 1776 год не только год основания Америки, но и год основания ордена баварских иллюминатов. Они, например, выступали за строительство Нового Иерусалима, что в нашем мире тоже продолжается. Этот проект тоже поддерживает Америка. То есть, как бы здесь двойной смысл для понимающих, для своих, что мы управляли миром 250 лет, создавали страны, ну и дальше продолжим двигаться в этом направлении, и все-таки доведем свой проект Нового Иерусалима до конца. Так это или нет, оставьте свое мнение в комментариях. Плюс, опять же, на обложке мы видим один из самых знаменитых роботов-собак недавних выставок. Опять же, мы видим кучу роботизированных комплексов, простых роботов. То есть, это говорит о том, что внедрение искусственного интеллекта, автоматизация производства, все это продолжится и дальше. Вот летающие спутники, ходячие, ездящие, то есть огромное количество роботов, человекоподобные роботы. Ну, это понятно, настроение глобальной элиты, но больше всего волнует, что опять они показывают нам шприцы, которые стоят как ракеты или рядом с ракетами. О чем это говорит? О угрозе из космоса, каких-то вирусов, или угроза вирусов будет глобального масштаба, потому что им очень понравилось то, что происходило в 19-20-х годах, когда все человечество испугалось и позволяло делать с собой все, что угодно. Им это понравилось, значит, они это будут продолжать делать, потому что недавно была вспышка вируса Марбург. Она была подтверждена в Эфиопии. Один из самых известных смертоносных патогенов. Сильное кровотечение, лихорадка, рвота, диарея.
и имеет летальность от четверти до 80%. То есть появятся ли подобные вирусы по всему миру, либо все-таки еще один год нам повезет, чтобы их не было, вопрос открыт. Поживем, увидим. Но подобные как бы посылы у них есть и пожелания всему миру. Плюс, опять же, на этой обложке мы видим огромное количество военной техники, роботизированных платформ всяких, летающих, ездящих, танки. То есть это говорит о том, что, скорее всего, война в 26 году и глобальная гонка вооружений, она продолжится. Закончится ли война в каких-то регионах или вспыхнет в новых, тоже вопрос открыт. Если посмотреть дальше, опять же, тоже грузовое судно, которое ведет торговую войну с США, оно имеет черный флаг. То есть, опять же, торговые войны и войны с торговыми путями продолжатся в прямом и в переносном смысле. Они будут как бы наносить друг другу удары, в том числе, опять же, тема Финского залива развивается в международном как бы сообществе. Они пытаются его заблокировать для России, то есть наоборот усилить милитаризацию моря. Ну, поживем увидим, то есть они планируют все-таки проводить и дальше обострения на мировых торговых путях и устраивать войны как обычные, так и торговые. То же самое можно сказать про античный корабль. Да, есть мнение так называемых экспертов, они там рассказывают, ну, может, это какие-то традиционные торговые пути, потому что древнее торговое судно, там какие-то мужчины, то ли греки, то ли финикийцы привезли что-то. Может, это как бы изменение стандартных торговых путей, но я выскажу свое мнение. Нет, если посмотреть на этот древний корабль, то что мы видим? Они везут амфоры. В амфорах, в первую очередь, из Греции, например, можно получить что? Масло. Кому они хотят передать это масло? Зеленскому. То есть, опять же, передача европейцами масла в огонь войны. То есть, европейцы традиционно на протяжении многих тысяч лет подливали масло в огонь многих войн. Ну и здесь они представляют, что они продолжат, европейцы, по старой их традиции, подливать масло в огонь и этой войны. Ну, это лично мое мнение, судя по тому, что они здесь как бы нарисовали, хотя эксперты говорят, ну, может, это будет изменение традиционных маршрутов, как раз на северный торговый маршрут вдоль России. Все может быть, но мое мнение именно такое. Да, будет, скорее всего, использоваться более интенсивно и северный морской путь, и традиционный морской путь вдоль Европы, как бы южной. Ну, скорее всего, здесь именно идет речь про масло в огонь по старой европейской традиции. Да, нам стоит ожидать финансовую катастрофу Америки. Это однозначно. Кто-то скажет, ну, мы ее ждем десятилетия, она не происходит. Нет, она уже произошла. Просто нам об этом не говорят, постоянно оттягивают этот окончательный момент. То есть огромное количество пустой валюты, которая печаталась с 2020 года, превысила все мыслимые размеры, огромные пузыри на разных рынках, в том числе рынках искусственного интеллекта. Все это плюс огромное количество банкротств, долгов, которые невозможно вернуть. Плюс здесь мы видим старые какие-то монеты, что отсылает нас опять же к доллару, который впервые появился в 1770 году. И опять же, с одной стороны Дональд Трамп, Си Цзиньпинь, там Европа, а с другой стороны Китай, Путин, ну еще какой-то товарищ. Кто это? Напишите свое мнение в комментарии. Как бы. То есть крах бирж, он уже произошел. Я бы так это сказал. То есть уже произошел крах бирж, крах биткоина, крах долговой пирамиды, пирамиды доллара. Он уже произошел. Обратите внимание, здесь внизу как бы разбитый какой-то лоток, то есть разбитая биржа, треснутый доллар. То есть все это уже произошло. Это уже понятно, это уже никак не остановить. Да, предполагали, что это произойдет в 2025 году, не произошло. Но в 2026 году это 100% произойдет. Потому что нет никаких оснований, чтобы это остановить. Списать уже не миллиардные, а многотриллионные долги. И не просто государство Америка, но и фирм, их подложные отчеты и множество других тем, которые просто являются пузырями, вот воздушными шариками, как они здесь нарисованы.
То есть в отчетах все прекрасно, идеально, а по факту это пустота. И жизнь только в долг за счет нового долга. Вот и вся, что собой представляет американская экономика сейчас. Плюс, опять же, власть это знает. Вы тоже ощущаете, что с возрастом или после сильных стрессов организм уже не восстанавливается за пару дней, как раньше. Знакомое чувство, когда простая простуда выбивает из колеи надолго, а сил становится все меньше. Я давно все понял. Ждать, пока иммунитет окончательно сдастся, не вариант. Его нужно поддерживать грамотно и по-настоящему. Именно поэтому я снова возвращаюсь к синтезиту иммуноактив. Я уже рассказывал, что это не просто очередная добавка с железом, это принципиально другой подход. Его основа – это особая синтезированная молекула, которая действует на причину слабости. Она помогает нашему собственному костному мозгу производить здоровые полноценные клетки крови. По сути, мы не подпитываем организм извне, а даем ему инструмент, чтобы он сам начал работать, как задумано природой. И сейчас у вас есть отличный шанс протестировать его на себе. Мы договорились о специальной скидкой на Озон, где вы можете заказать синтезит иммуноактив и быстро и с гарантией от официального поставщика. Ссылка на заказ ждет вас в описании под видео. А вот главный бонус. По промокоду Виктор30 вы получите 30% скидку на весь ассортимент синтезит. Но не тяните, промокод будет действовать только до конца декабря. Они показывают, что они будут это все контролировать, бороться с теми, кто будет бороться за свободу. Отсюда закованный кулак как бы в кандалы. Плюс они будут добавлять управление сознанием. Отсюда игровые консоли и огромное количество непонятного вида. Но, скорее всего, мозг под контролем. То есть они будут бороться с теми, кто борется за права человека. А стаду будут предлагать игрушки, которые будут уводить их от реальности. Вот и весь их план, как минимум, на следующий год. То есть, какие 10 трендов Economist предсказывают в 2026 году, если все подытожить. 250-летие США будет отпраздновано, сохранится ли США или нет, вопрос открыт, но его ждет огромный кризис, в том числе и финансовый. То есть, геополитический дрейф, неопределенность в отношении больших держав. Скорее всего, война и продолжение войны в Газе, Украине, Судане, Мьянме и многих других странах. Европа будет на испытании, то есть проверка единства ЕС, фармацевтические революции, либо наоборот какие-то эпидемии. Может, климатические цели будут ставиться как бы для общества, чтобы скрыть экономический и политический кризис. 7. Это тарифы Трампа, подавление глобального роста, ну опять же торговые войны. 8. Смена главы ФРС. То есть в мае может произойти конфликт на финансовых рынках. Ну, еще одна причина. Политизация спорта, где США станут главной ареной для разногласий. Ну, и технологические прорывы доминирования и роботизации. Да, но это мыльный пузырь. Мыльный пузырь, потому что для ИИ нужны колоссальные объемы энергии, которых на Земле не существует. Их невозможно создать, по крайней мере, по этому технологическому уровню. Зачем мы это разбирали? Напомню, в 2025 году из обложки Экономиста сбылось 70-80% предсказаний. Например, они предсказывали возвращение Трампа в Белый дом. Все так и было. Он вступил на должность 20 января 2025 года. Тарифная война, да, она происходит и сегодня, торговые конфликты, тарифные конфликты и просто конфликты. И с Китаем, и вообще со всем миром, у того же США. Революция в искусственном интеллекте, да, его впихивают везде, но, честно говоря, эффект от него минимальный, а затраты колоссальные. То есть, по моему мнению, это просто отмывание денег на сегодняшнем этапе. К чему это приведет, покажет время, либо это даст новый кризис в той же экономике. Ну и продолжение войны, как торговой, так и горячей, в разных частях мира. В 2025 году это полностью, как бы их предсказания сбылись. Космическая гонка продолжается, что да, много событий из космоса, непонятные кометы, тоже огромная шумиха, как бы остается на первом плане. Ну, фармацевтический бум, потому что на фармации можно больше всего заработать. Вот секрет, откуда как бы фармация тоже на этой обложке журнала.
Не все они, конечно, угадывают, или наоборот люди своим мнением отменяют эти сценарии. По крайней мере, климатический кризис, который был указан на обложке 25 года, не произошел. Феминистические движения, то, что там портрет Джейн Остин и этот красный кулак, они тоже не взлетели, скажем так, или не понадобились. Ну, экономический обвал удалось отсрочить. Я повторяю, если смотреть аналитику, там огромное количество банкротств, огромное количество ничем не обеспеченных долгов, ну и совершенно не работающая экономика, плюс дутые, по крайней мере, отчеты большинства гигантов, которые берут 100 миллиардов долларов, крутят их по кругу, вокруг, грубо говоря, 10 своих компаний-гигантов, и говорят, смотрите, у нас там 100 миллиардов долларов мы получили, ну тут же их потратили. И по факту, грубо говоря, все показали красивую отчетность, а на самом деле этого ничего нет. Повторяю, искусственный интеллект сегодня это пузырь, потому что затраты колоссальные, а эффект минимальный. Ну и делаем это для того, чтобы тот, кто не понял свое прошлое, вынужден пережить его снова и снова. Поэтому изучаем прошлое, как это произошло, что глобальные элиты нам готовят. И с чем вы согласны, с чем не согласны, выскажите свое мнение в комментариях. Потому что молчание – знак согласия. Они тогда реализуют любые сценарии. А вы, как человек, главный на этой земле, просто станете удобрением для этой так называемой элиты. Ну, помните, повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы в описании под видео. Кнопочку «Еще» нажмите, все откроется. Либо смотрите в конечных заставках к видео. Ну, не превращайтесь в четвертую обезьяну нашего времени, которая просто уткнулась в гаджет, ничего не видит и ничего не слышит. Напишите свой комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео в социальных сетях, для того, чтобы здравомыслия стало больше, новые исследователи подключились к этому направлению. Ну, больше информации на канале и в конечных заставках к видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей. И имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.